Когда гости увидят это блюдо на столе, то не смогут удержаться от еще одного кусочка этих великолепных блинов. Замороженную или свежую вишню без косточек засыпаю в кастрюлю. Добавляю сахар. Будьте внимательны, если вишня без косточек куплена в магазине. Косточки все же могут иногда попадаться. Лучше еще раз проверить. Кукурузный крахмал. Непрерывно помешиваю и после того, как вишня закипит, варю буквально минуту и отставляю до остывания. Список всех продуктов вы найдете в описании под этим видео. Для первой начинки беру творог 5 или 9% жирности. К нему добавляю сметану, ванильный сахар и обычный сахар. Можно перемешать, но когда вы взобьете массу блендером, это даст однородную кремовую консистенцию, что очень важно для гармоничного сочетания десерта. Подписывайтесь на канал, не пропускайте новые рецепты. В тесте для блинов тоже есть свои нюансы. Возьму 3 яйца, сахар, соль, ванильный сахар и добавлю половину от общего количества молока комнатной температуры. Немного перемешаю. Дальше добавлю сразу всю муку. Перемешиваю. Комочки растворяются. Растительное масло и оставшееся молоко. Так как мука и жирность молока может быть разной, лучше ориентироваться на консистенцию. Для этого рецепта немаловажно сделать блины тонкими. Если у вас есть вопросы о блинах, начинках, пишите их под этим видео. Хорошо, если есть время и готовая блинная масса постоит минут 10 перед жаркой блинов. Для первого блина наливаю немного растительного масла. Блины жарятся легко и также легко переворачиваются. Тонкие – то, что нужно. Выкладываю блинчики на тарелку и промазываю каждый растопленным сливочным маслом. Третья начинка – это мак. Купила в магазине готовую маковую начинку. Если вам не удалось найти такую, напишите в комментариях, и я отвечу вам, как приготовить похожую из сырого мака. На край блина кладу вишневую начинку тонкой полосочкой. На противоположный край творожную начинку. Сворачиваю трубочкой с одной и с другой стороны навстречу друг другу к середине. На второй блин кладу маковую начинку и подворачиваю с одной стороны. Теперь блинчик с вишней и творогом кладу швом вниз и сворачиваю трубочкой. Такие блины можно приготовить не только на Масленицу, но и для обеда в кругу семьи, встречи с друзьями, чтобы порадовать всех вкусным и необычным угощением. Блинный торт без выпечки, блины с чечевицей, оладьи из тыквы быстро и просто. Эти рецепты вы найдете в заставках к этому видео. Приятного аппетита!